Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, вы можете найти все в помощь вам. Именно вам, именно вы хозяин своих мыслей, своих эмоций, своих действий. И именно ваши мысли, эмоции и действия притягивают к вам все, что с вами происходит. Да, я знаю, что многие в это не верят, но это тоже ваш выбор. Но именно вселенские законы уже доказали, что именно мы создаем то, что происходит с нами, включая то, что мы не хотим. Когда мы боимся, когда мы концентрируемся на том, чего мы боимся, в той или иной степени это и происходит. Поэтому усилием воли, если мы действительно усилием воли, вот так правильнее сказать, меняем направление наших мыслей, мы меняем нашу энергетику, мы меняем фокус нашей энергии, и, соответственно, меняется то, что с нами происходит. Это происходит не за одну ночь. Это берет время. Вы знаете, что для того, чтобы выработать новую привычку, раньше говорили, что нужен 21 день. Сегодня я изучаю много информации, я изучаю многие аспекты и психологии, и, конечно же, силы мысли. Так вот, сегодня говорят, что для того, чтобы выработать новую привычку, нужно минимум 60 дней, а то и больше. А вот тут и вступает, что же наша жизнь? Наша жизнь – это наши привычки и наши установки. И для того, чтобы изменить, что вам не нравится в вашей жизни, вы и должны изменить свои установки и свои привычки. А это берет время. Вот как-то так. Сегодня кто или что на пороге и с чем? Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. Все те же вселенские законы. Что мы излучаем, то мы и получаем. Ну что, надеюсь, вы улыбнулись. Давайте посмотрим, кто или что на пороге. Ну, на пороге мужчина. Мужчина старше 45, шатен, с темным цветом глаз. Мужчина очень ласковый, мужчина очень ответственный. И мужчина, который страшно не любит конфронтации. Если происходят конфронтации, то мужчина исчезает. Ну, это я говорю для тех девушек, скорее всего, у которых что-то происходит, у которых узнали в этом мужчине своего мужчину, и может быть, произошла какая-то ссора, произошли какие-то разборки, как говорят по-русски иногда, и, соответственно, мужчина пропал. Ну, а почему пропал? Проанализируйте ваше поведение и проанализируйте, что же происходило. Ну, а если говорить о других сферах жизни, этот мужчина, скорее всего, может появиться, если вы никого не узнали,
может появиться с каким-то предложением или с каким-то вопросом, на который ему нужен будет ответ. Ну, а вот принимать предложение, не принимать предложение, ну, отвечать, не отвечать, это действительно ваш выбор. Да, произойдет встреча, да, произойдет диалог, но результаты этого диалога сейчас мы посмотрим дальше, как нам раскроют карты, потому что обычно я рассматриваю минимум 3 карты, и мы уже будем смотреть, что же нам скажут карты дальше. Ой, да нет, все, что было связано с мужчиной, я рассказала. Также на пороге женщина. Женщина старше 45, темный цвет волос и темный цвет глаз, женщина серьезная, женщина, знающая, чего она хочет. Самое интересное, вижу, что на пороге встречи, потому что я здесь вижу, на пороге вот уже 2 встречи, это точно. Скорее всего, эти встречи связаны или с межличностными отношениями. Я не вижу здесь ни у одного, ни у мужчины, ни у женщины родственных связей с вами. Это могут быть как романтические встречи, для кого это интересует, а также это могут быть и деловые встречи. Может быть, у вас вот то, что ярче всего видят карты, идет именно время, в которое нужна будет какая-то помощь вам, или вот этим персонажам нужна будет помощь, и вы с ними будете встречаться, вы встретитесь и будете обсуждать какие-то вопросы. Ну, а если говорить о романтических отношениях, то это будут или запланированные встречи уже с существующими партнерами или партнершами, или это также может быть новое знакомства. Но вот вижу, что самое ближайшее время ждут встречи и ждут знакомства. Давайте посмотрим еще, кто или что на пороге. Ну, а здесь это уже что, а не кто. Я хочу сказать, что потому что я вижу в этой карте, у некоторых из вас эти встречи будут связаны с какими-то финансовыми вопросами. Тут может проиграться, как если вы хозяин или хозяйка бизнеса, может проиграться, что эти люди или были чем-то недовольны в вашем сервисе, и, соответственно, будете обсуждать величину гонорара, или вы от этих людей недополучили что-то и будете искать встречи с этими людьми. Не обязательно, что с обоими, а может быть с кем-то из них, для того, чтобы решить финансовую какую-то проблему. Я все-таки посмотрю еще, потому что что-то слишком оно все коротко и сжато из того, что я увидела. Смотрите, вот то, что касается именно мужчины, я просто хочу пояснить, с чем же придет этот мужчина. Мужчина придет с каким-то предложением, но вы по какой-то причине не захотите принять это предложение. Ну, причину я здесь вижу. Причина именно ваше непринятие каких-то установок этого мужчины. Поэтому, и это не обязательно может быть связано с межличностными отношениями, это может быть связано и с работой, и с бизнесом. Именно ваши устои, ваши установки, ваш мир, вот в своем мире вы не видите, что вы можете принять это предложение, которое поступит от этого мужчины. Сейчас мы попробуем еще все-таки
посмотреть, с чем же придет женщина и что же, может быть, нам прояснит по поводу этой женщины Таро. Женщина придет с какими-то предложениями, которые вы уже получали в прошлом. И в прошлом вам эти предложения не понравились, и сегодня получается, что вы возьмете под сомнение именно искренность и честность тех предложений, с которыми придет эта женщина. Для некоторых из вас вы знаете эту женщину, и у вас нет к ней доверия по какой-то причине из прошлого. Опять же, из того, что я вижу, что ваше недоверие может быть связано не именно с этой женщиной, а с тем, какая информация приходила к вам в прошлом о ней. И вот именно ваше прошлое недоверие, ваши прошлые какие-то разговоры о ней или с ней и вызывают в вас недоверие. Ну и сейчас мы еще поясним эту крайнюю карту. Дело в том, что то, что будет происходить в самое ближайшее время, тоже вызвано какими-то сильными переживаниями в прошлом. Вот именно вот эта ситуация, которая произойдет в ближайшее время, которая придет в ближайшее время, она вызовет в вас страх того, что вы не получите полную сумму гонорара, оплату за что-то, возврат денег. Кстати, тут еще может проиграться, как кто-то из этих персонажей взял у вас определенную сумму денег и вернул только какую-то часть или собирается вернуть какую-то часть, и вы уже заведомо переживаете, что вы не получите полную сумму. Смотрите, я всегда говорю, что если вы все-таки решаете помочь финансово, давать надо ровно ту сумму, без которой вы можете прожить. Иначе вы вот ставите себя в такое положение, ставите себя в ситуацию, где вы сильно начинаете переживать. А как я в начале видео говорю и всегда говорю, что когда вы начинаете бояться, когда вы начинаете переживать и концентрировать на этом свое внимание, вы это и притягиваете. И вот тут может возникнуть именно такая ситуация. Поэтому смотрите, сказать в этом раскладе, получите ли вы все деньги или нет, я попробую сейчас выложить еще одну финальную карту, посмотрим, что она нам скажет по поводу всего, что я увидела, итог, кто и с чем. Но точно могу сказать, что именно ваше внутреннее состояние и ваш страх притянул ситуацию, где вы или не получили что-то, или получили не в полном объеме, именно что-то связанное с финансами. Ну и давайте, действительно, я выложу финальную карту, и мы посмотрим, что она нам скажет. Опять эта карта уводит нас в прошлое и говорит о том, что все, что тут получается, что в связи с этими людьми будут переживания, в связи с этими людьми будут какие-то непонятные ситуации и ваши переживания, и все это действительно вызвано какими-то вашими прошлыми опытами. И вы переносите ваши прошлые неудачи, прошлые ошибки, что-то, что вам вредило в прошлом, на сегодняшний день, и, соответственно, только освободившись от прошлого, вы сможете изменить, что происходит сейчас, и кто и с чем придут люди и события в самом ближайшем
будущем.